Теперь, когда у нас связана центральная часть, будем обвязывать этот четырехлистник и одновременно превращать его в квадрат. С того места, где у нас прикреплена светлая нитка, отгинаем эту петельку, заходим в первую петлю и протянем ее сюда. В следующую петлю за заднюю полупетлю провяжем столбик без накида. И теперь столбиками без накида в каждую петельку будем обвязывать вокруг. Обойдем вот этот лепесток. Когда обвязали этот лепесток вокруг и остается 2 последние петли, мы их не будем провязывать, а поднимаем вот эту петельку наверх, вставляем крючок сюда в серединку и провяжем столбик без накида. Теперь с другой стороны пропускаем 2 петли и в третью провяжем столбик без накида, еще один столбик без накида. Теперь проворачиваемся на изнанку, сделаем накид, пропускаем первую петельку предыдущего лепестка, пропускаем и во вторую вставляем крючок, захватываем нитку, провяжем первую петлю и 2 оставшиеся. Поворачиваемся снова на лицевую и провяжем 2 столбика без накида, первый и второй. Снова поворачиваемся на изнанку, накид, следующую петлю пропускаем после этого столбика и через одну провяжем столбик с одним накидом. Снова поворачиваемся на лицо, провяжем 2 столбика без накида в следующие петли, поворачиваемся на другую сторону, 2 накида на крючок, одну петлю пропускаем и в следующую провяжем столбик с 2 накидами. Поворачиваемся снова на лицо. Теперь провяжем 2 столбика без накида, поворачиваемся на изнанку, сделаем 3 накида на крючок, одну петлю пропускаем и через одну провяжем столбик с 3 накидами. Снова поворачиваемся на лицо и дальше свяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Это мы дошли до середины. Теперь точно таким же образом спускаемся вниз, подхватываем петлю от центра и вяжем точно таким же способом, обходим со всех сторон. И когда уже обошли последний 4-й лепесток, прикрепляемся за петельку, за серединку столбиком без накида, отсчитываем 2 петли с противоположной стороны, присоединяемся соединительной петлей. Теперь провяжем точно так, как мы вязали раньше, поворачиваемся на другую сторону, одну пропускаем, полуторный столбик, снова поворачиваемся за задние полупетли, провязываем и точно таким же способом заканчиваем до верха. Поворачиваемся. Когда остается последний столбик, его мы провяжем по-другому. Свяжем 3 воздушные петли с этой стороны, сделаем накид,
пропустим с другой стороны одну петлю и через одну провяжем столбик с одним накидом, чтобы оказаться на серединке этой арки. Вот такой мотив у нас уже получился. Теперь дальше мы его будем преобразовывать в квадрат. Отсюда свяжем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, накид, свяжем сюда столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и присоединимся за эту же арку столбиком без накида. 3 воздушные петли, накид, пропускаем 2 петли в третью под обе полупетли, провяжем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Теперь сделаем 2 накида на крючок, следующую петельку провяжем столбик с одним накидом, петли остаются на крючке, накид, следующую петлю столбик с одним накидом, петля на крючке, накид и в третий раз столбик с одним накидом. Теперь захватываем нитку и протянем через 3 петли. 3 петли остается на крючке. Теперь захватываем нитку, провязываем накид и 2 оставшиеся петли. 1 воздушная петля, накид, заходим вот в эти пересечения ниточек, провяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная, накид, снова возвращаемся сюда же, это будет третий столбик, 1 воздушная, накид и еще раз 4-й столбик провязываем сюда же. Далее 3 воздушные петли, накид, 1 пропускаем, через 1 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, присоединяемся за следующую арку столбиком без накида, 3 воздушные петли подъема, накид, свяжем 3 столбика с одним накидом под арку, 1, 2, 3, 3 воздушные петли, присоединяемся в эту же арку столбиком без накида. Отсюда действия повторяются. 3 воздушные петли, накид, пропускаем 1 петлю через 1 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и вывязываем угол. 2 накида на крючок, 1 петлю пропускаем, 3 столбика с одним накидом нужно провязать вместе. Теперь все петли вместе и второй ярус свяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и довязываем сюда еще 3 столбика с накидом и попеременно с 1 воздушной петлей. Таким образом нужно обойти полностью квадрат. Когда обошли уже квадрат со всех сторон, присоединяемся за арку столбиком без накида, 3 воздушные петли, накид, столбик с одним накидом и присоединяемся к 3-й воздушной петле подъема соединительной петлей. Таким образом мы закончили вязание этого квадрата. Теперь нужно его хорошенько отпарить с изнаночной стороны, зафиксировать в таком положении, чтобы он приобрел форму, сделать блокировку. В следующем видео мы будем с вами собирать такие мотивы между собой. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. С вами была Ирина Картамышева.